Здравствуйте, друзья! Саламат СБ Урматудостор. Сегодня мы будем готовить бешбармак по-кыргызски. В отличие от казахского бешбармака, где тесто режут квадратиками, тесто на кыргызский бешбармак режут лапшой. Итак, начнем. Первым делом нужно приготовить хороший крепкий бульон. Я взял баранину 500 грамм, шейная часть. Также в бульон я буду добавлять одну мозговую кость, это конина. Для вкуса и цвета также добавлю один лук в кожуре. Соль и черный перец буду добавлять по вкусу в процессе приготовления. Все приготовленные ингредиенты я закладываю в казан, заливаю водой и ставлю на сильный огонь. Буду ждать, когда закипит вода. Варить бульон нужно минимум 3-3,5 часа, так он будет вкуснее. Вода закипела, сразу появилась пенка, ее мы убираем. Теперь, когда убрана вся пена, нужно периодически насыщать бульон кислородом. Это древняя традиция, которая идет с давних веков. А традиции мы уважаем. Пока варится бульон, займемся приготовлением теста. Здесь у меня 600 грамм муки, 300 миллиграмм воды, соль я разбавил уже в воду. Делаем углубление в воде и постепенно подливая воду, замешиваем тесто. Как обычно, торопиться никуда не надо. Как я уже говорил ранее, кыргызский бешбармак отличается от казахского бешбармака нарезкой теста. Бешбармак в Кыргызстане является главным традиционным блюдом. Его подают на всех крупных мероприятиях, а также регулярно готовят и дома. Если углубляться в историю кыргызского бешбармака, то некоторые ученые считают, что блюдо это имеет корни от блюда нарын. Нарын произносится с двумя «а», не путать с узбекским блюдом нарын. Нарын состоял из мелко накрошенного мяса, политого луковым соусом. Тесто было добавлено позже. Наше тесто готово, оставляем отдыхать его в течение 40 минут. Теперь займемся приготовлением лукового соуса. Я беру 3 луковицы, а также 1 чайную ложку перца. По-киргизски соус называется чык. Лук нужно нашинковать очень мелко. В некоторых семьях к мелко нашинкованному луку добавляют также мелко порезанный чеснок. Это добавляет дополнительный вкус. Теперь к луку добавляем черный перец, 1 чайную ложку. В посуду с луком заливаем пол-литра бульона, ставим на средний огонь и ждем, когда лук размягчится. Достаем готовое мясо, оставляем его остыть. Позже мы будем его мелко шинковать. Кости удалили, и теперь будем нарезать наше мясо. Режем мелко-мелко. Вот такими мелкими квадратами нашинковали мясо. Тесто отдохнуло, его делим на 2 половины. Одну половину раскатаем сейчас, вторую половину оставим на потом. Приступаем к раскатке теста. Делаем стандартную процедуру. Сначала придаем форму тесту руками, потом раскатываем тесто маленькой скалкой, а завершает дело скалка побольше, длиной в 1 метр. И не забываем периодически подсыпать муку.
Теперь в самом конце при помощи маленькой скалки немножко растянем края теста. Берем разделочную доску и начинаем нарезать наше тесто. Тесто на кыргызский бешбармак традиционно нарезается длинными полосами. Посмотрите, как это буду делать я. Сложного в этом ничего нет, нужна только практика. Перед тем, как свернуть тесто, его нужно хорошенько посыпать мукой. Нарезаем тесто шириной 3-5 мм. Нарезав тесто, его нужно встряхнуть. Вот и все, как я и говорил, ничего сложного в этом нет. Самое главное, чтобы тесто не слиплось в момент нарезания, оно должно быть хорошенько просыпано мукой. Лишнюю муку вы все равно удалите в момент стряхивания. Вот такое длинное и широкое тесто должно получиться. Перед закладкой теста в бульон его нужно еще раз хорошенько встряхнуть. Начинаем варить тесто. Тесто варится в том же бульоне, в котором варилось и мясо. Просто часть чистого бульона нужно слить в отдельную посуду. Этот чистый бульон можно отдельно подавать гостям в пиалах, а также добавлять в сам бешбармак. Тесто будем варить двумя партиями. Теперь берем отдельную посуду и засыпаем туда мясо, нарезанное мелким кубиком. К этому мясу мы сейчас будем добавлять готовый луковый соус. После долгого томления на медленном огне луковый соус насытился вкусом и ароматом. Это придаст дополнительную вкусную нотку нашему бешбармаку. Лук и мясо нужно хорошенько перемешать. За это время слегка остывшее мясо прогреется в теплом луковом соусе. Вот теперь наступает самое главное действие. Мы добавляем тесто. Сейчас добавим первую партию отваренного теста, позже добавим и вторую. Добавив тесто, начинаем его перемешивать с мясом и луком. Перед выкладкой на блюдо тесто, мясо и лук нужно еще раз хорошенько перемешать. Выложенное тесто нужно периодически разравнивать. Дополнительной мясной добавкой к бешбармаку я добавляю заранее приготовленные казы, колбаса из конского мяса и жира. А также добавлю карта. Карта — это жирная конская кишка. Наш бешбармак готов. Приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик. Пока!